Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовой фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами нарисуем букву О, поговорим про оптическую компенсацию овальных и прочих форм наших букв и поговорим про режим PowerNash, с помощью которого можно изменять форму наших овалов более плавно, с менее, скажем так, сильным каким-то искажением наших форм. Давайте откроем проект, который мы ранее сохраняли, для того, чтобы продолжить в нем работать. Я могу выбрать файл, открыть шрифты, либо нажать комбинацию клавиш Ctrl-O. Здесь мы видим несколько файлов, над которыми мы раньше работали, поэтому, чтобы не портить их, и на всякий случай была возможность куда-то, так сказать, откатиться, либо сохраниться, я просто продублирую самый последний актуальный файл. Поменяю его название, в данном случае, так как я в течение дня над ним работаю, я напишу B версию, открываю. И здесь мы видим, что мы видим? Мы видим только один символ, один технический и одну букву, которую мы уже нарисовали. Раньше, когда мы создавали новый файл, у нас были все возможные доступные глифы. Здесь их нету. Почему? Потому что FontLab просто показывает все существующие глифы в этом проекте. Для того, чтобы у нас была возможность нарисовать новую букву, нам нужно выбрать соответствующую кодировку либо сортировку, чтобы просто увидеть их здесь. Что для этого нужно? В левом боковом меню, которое, возможно, у вас не отображается, вот нужно нажать на эту клавишу, вы можете выбрать разные виды сортировок. Это может быть латиница, какая-нибудь базовая, расширенная, кириллица или еще что-то. У нас здесь интересует пока только простая латиница. Выбираем вот этот пункт, и у нас появились все те ячейки, которые раньше были при создании нового проекта. Здесь есть цифры, есть немножко пунктуации и латиница, над которой мы можем работать. До этого мы с вами работали над буквой H, которая отвечала за пропорции всех прямоугольных квадратных букв. Это мы можем увидеть по открытой вкладке, которая у нас есть в этом шрифте. Мы сейчас будем рисовать букву О, которая отвечает за все овальные варианты букв, либо букв, которые имеют полуовалы, неважно. То есть они зададут, конкретно эта буква задаст нам пропорции, задаст степень скругления и так далее. Поэтому давайте ее создадим. Здесь у нас открыта буква H, теперь мы делаем двойной клик по ячейке буквы О, у нас появляется белый фон, значит здесь мы можем с вами что-то нарисовать. Делаю двойной клик, она у нас открывается, и что мы видим? Мы видим, что здесь у нас она открыта, но до этого была буква H. Если я кликну двойной клик на H, она у нас заменилась. Мне такой вариант кажется неудобным. Я, конечно, могу выбрать несколько глифов и нажать Enter, и они у нас откроются независимо. Но я в целом больше люблю, когда вот здесь то, что было открыто, остается открытым. Вот, так просто мне удобнее. Поэтому я такой режим отключаю, и делается это в настройках. Edit, настройки, вкладка Font Window, и здесь нам нужно снять вот этот вот переключатель с открытия одиночного глифа в существующем окне. Нажимаю, применяю, закрываю. Все, теперь мы видим, что здесь H, здесь HO, здесь O не видно, потому что она еще не существует. Кликаю на O, открывается новая вкладка. А вот если я кликну снова на H, то он меня перекинет на ту ячейку, на ту вкладку, где она уже существует. В общем, идея понятна, я думаю, сложного здесь ничего нет. Как я и говорил, буква О отвечает у нас за пропорции в шрифте. Если мы посмотрим на наш образец, то увидим, что буква О это у нас полноценный круг. И если мы посмотрим на другие буквы с овалами, мы увидим, что они тоже наследуют вот эту особенность, имеют прям полноценный круг в тех местах, где это возможно. И тут важно помнить, что оптическая компенсация у нас относится не только к соотношению вертикали и горизонтали, но и к соотношению вертикали к овальной части буквы. К чему я веду? Если, допустим, мы с вами знаем, что наша буква H имеет толщину вертикали 170 юнитов, то в овале эта часть должна быть немножко больше, чтобы рядом, когда эти два символа стояли, они у нас имели общий такой схожий вес, чтобы не казалось что-то светлее, легче, тяжелее и так далее. Поэтому в данном случае, когда мы рисовать сейчас будем букву О, нам нужно это учесть. Поэтому открываем букву О и открываем Tools, маска, редактирование маски. Возвращаемся к нашему образцу, включаем режим кадрирования, увеличиваем и копируем вот эту букву О. Вставляем ее сюда и немножко растягиваем так, чтобы она поместилась у нас на нашу площадь, где мы рисуем. Это можно раздвинуть немножко. Оставляем вот в таком виде. Как видите, здесь я ее увеличил не так, как было у нас буква H, а именно по высоте прописных
от базовой линии до высоты пропускных, а с небольшим запасом. Почему это делается? Потому что помимо компенсации толщин, когда у нас вертикаль и горизонталь немножко отличаются по толщине, нам нужно еще и оптически компенсировать внешний вид объектов, на которые мы смотрим. Если прямоугольные, квадратные, они сами по себе достаточно всегда имеют ограниченные какие-то размеры, то овальные нужно немножко увеличивать, чтобы общая масса двух рядом стоящих символов была примерно схожая. Как это здесь делается? Я примерно на 10 юнитов выше и чуть ниже на 10 юнитов увеличил этот овал. Для чего это нужно? Сейчас я вам покажу. Вот такие две ссылки. То есть на сайте Logologica можно посмотреть, насколько это сильно влияет на восприятие объектов. В первую очередь мы смотрим наш квадрат, вот наш овал, который мы нарисовали, и, например, треугольник. И если они будут все одинаковой высоты, то вы обратите внимание, что овал ощущается, как будто бы он вот прям меньше, чем этот квадрат. С треугольником это не так заметно, а вот с овалом очень сильно. Поэтому, чтобы нам компенсировать это в нашем шрифте, нам нужно в овале немножко увеличить края по сравнению с квадратом. И вот если мы посмотрим на нижний образец, то видно, что с вот этим вот, скажем так, запасом овал смотрится более подходящим по массе. То же самое касается букв. Здесь та же самая история. Если мы посмотрим сюда и посмотрим сюда, кажется, что буква О немножко меньше и не так хорошо смотрится, скажем так. И если мы сделаем небольшой запас сверху и снизу, и в треугольных буквах тоже, то это будет более органично смотреться и оптически будет компенсирован. Именно для этого мы делаем вот такой вот нахлест, для того, чтобы результат был у нас более корректный. Итак, образец у нас с вами в маске, поэтому возвращаемся на основной слой и начнем его рисовать. Выбираем инструмент овал и в какой-нибудь любой точке начинаем его растягивать. Как мы помним, образец у нас круглый, поэтому если я зажму Shift, то и овал у нас будет тоже правильного размера, то есть соотношения. Если у нас там высота была 700, то здесь я делаю 10 сверху и 10 снизу дополнительно, это получается 720. Поэтому я увеличиваю до 720 и отпускаю. Переключаю на инструмент контур, либо нажимаю А. Вот он у нас. Включаем маску, чтобы видеть, что мы рисуем. Зажимаю Ctrl-A. И передвигаю, чтобы он был максимально похож. Здесь 708, здесь минус 12. Приподнимаю. Все, 710, минус 10, то есть суммарно размер вот этой буквы у нас 720, а в квадратных у нас она равняется 700. Что теперь нам нужно сделать? Я вижу, что вот этот образец немножко шире, то есть это не полноценный круг, это немножко растянутый овал. Нам нужно сделать то же самое. Что для этого нам нужно сделать? Нам нужно выделить один из узлов и растянуть их. Тут у нас с вами есть несколько вариантов. Если я нажму, выделю один контур и, например, нажму Ctrl, стрелка вправо, чтобы увеличить его на 100 юнитов, то есть одно нажатие по стрелке изменяет его на 1 юнит. Если зажму Shift, на 10 юнитов. Если я нажму Ctrl, то изменение будет на 100 юнитов. Отключу маску, чтобы она нам не мешала. То есть вот смотрите, вот так. Это с шифтом, это просто 1. Проверяю, 720 на 720. Если я вот так растяну на несколько, там пускай на 500 юнитов в сторону, мы увидим, что наш овал потерял форму. Он уже не такой аккуратный, он больше похож на какое-то яйцо. Было бы здорово, чтобы вот так вот не растягивать и не задавать, скажем так, более плавный переход, сделать так, чтобы вот эти точки и вот эти узлы перемещались более равномерно. Для этого у нас есть несколько вариантов. Первый вариант, очевидный, это, во-первых, мы можем вот так вот все сделать, здесь поправить, здесь что-то еще потом поправить. В общем, это такой стандартный вариант. Отменяем это все. Что мы можем здесь сделать? Можем использовать режим Nudge. Nudge — это режим, когда мы, сдвигая точку, сдвигаем еще и узлы относительно соседние этого объекта и рукоятки. Если я сейчас выделю глиф, нажму C и не отпуская, зажму Shift, суммарно у нас получается C-Shift, передвину, мы увидим, что вот эти узлы у нас тоже увеличиваются. Если я нажму C и Ctrl, то все это будет происходить.
по 100 единиц. Как видите, оно достаточно так плавненькое получается. Вот я намного увеличил, и у нас форма овала, она сохранилась. А если я просто буду без зажатым C делать, то, как видите, результат не очень. Это же можно включить и в самом инструменте Contour Tool. 2 раза кликаю на него, и у нас вот появилось вот это вот подменю. Если я вот здесь включу режим Power Nudge, то мне не нужно ничего зажимать, я просто стрелкой двигаю с зажатым шифтом или контролом, и он автоматически у меня для всех манипуляций делает эту функцию растягивания и других глифов, в том числе, других узлов. Но я стараюсь работать в обычном режиме и включать этот режим только когда мне нужно. А для этого мне достаточно нажать букву C, и теперь я могу их передвигать. Отпускаю C, двигается в обычном режиме. Зажимаю C, двигается в специальном режиме. Ну, овал мы уже значительно испортили, поэтому я его удалю, создам новый 700 на 700, 720 точнее. Ну, допустим, 722. Не страшно. Включаю маску, смещаю. Минус 10, минус 10. Так, здесь чуть больше, потому что овал у меня получился 722 на 722. Что я делаю? Зажимаю C и 2 раза вниз. Теперь у меня все равномерно. Ширина у меня 722. Сделаю еще раз. 720 на 720. Так, но мне не нужно здесь различные режимы. Мы их потом как-нибудь разберем. Что мне нужно сделать? Мне нужно расширить ее. Для того, чтобы она у нас получилась чуть больше. Ну, например, пускай это будет 740. Потому что видно, что здесь где-то не хватает 10, наверное. Зажимаю C, Shift, сдвиг в сторону. C, Shift, сдвиг в сторону. Тут еще важно вспомнить, что если я нажму не C плюс Shift, а Shift плюс C, у нас может принудительно включиться режим. Как это выглядит? Я вот включу это дополнительное окно, я могу его здесь включить, могу его отключить. Если я зажимаю C, то здесь ничего не переключается, я могу двигать с режимом Power Nudge. Если я зажму Shift-C, то этот режим включается принудительно, и мне снова его нужно выключить. Поэтому, если вдруг у вас что-то произошло, и курсор начинает теперь двигаться непонятно как, и вот это вот все, возможно, вы просто случайно перепутали последовательность. Нажали не C, Shift, а Shift-C, и таким образом включили принудительно этот режим. В общем, примерно как это работает, вы потом разберетесь. Тут мы с вами нарисовали заготовку, этого нам достаточно. Для того, чтобы наше О было похоже на букву непосредственно, нам нужно добавить второй овал, который будет отвечать за внутреннее вот это вот пространство. Что мы делаем? Берем инструмент овал, с зажатым шифтом в любом месте кликаем и растягиваем образец. Ну, допустим, с небольшим запасом, пускай это будет, ну, вот так, не страшно. Отпускаю, отпускаю. Теперь нам нужно его отцентрировать, примерно вот так. Посмотрим на него, на его размер, мы видим, что он по высоте немножко отличается. С зажатым шифтом, от зажатым C, точнее, стрелочка вниз, с зажатым контролом нажимаю рядом с этим объектом и видим, что размер у него 450. Все, отлично. Теперь нажимаем пробел. Нажимаем пробел, и мы видим, что мы видим. Во-первых, видим, что здесь у нас черный круг. Еще какой-то вот такой вот странный объект внутри. То есть, почему это происходит? Происходит это потому, что мы нарисовали два овала. Два овала друг на друге с заливкой черного цвета дают нам просто еще один черный вот такой вот объект. Что нам нужно сделать, чтобы увидеть внутри его пустым? Надо внутренний контур, внутренний овал, изменить его направление заливки таким образом, чтобы он заливал все, что снаружи. Если внешний заливает все, что внутри черным цветом, то тот, который у нас снаружи, точнее внутри, должен заливать все, что снаружи. Что мы для этого делаем? Мы на любом месте, на любом узле кликаем реверс контур, нажимаем пробел, и все у нас произошло. Теперь буква О похожа на букву О. По вот этим линейкам мы видим, что она расположена неравномерно, поэтому я немножко ее подвину. Вот по 145 и по 135 сверху. Но что у нас здесь есть? Мы здесь видим красную обводку. Почему это происходит? И она нам явно здесь не нужна. Это не ошибка. Я объясню почему. Видите, вот здесь наш контур имеет цветные вот такие кружочки. Это значит о том, что к этому элементу, к этому контуру применены свойства обводки, либо краски, цвета или еще чего-то. Если мы откроем букву H, мы увидим, что здесь никаких таких треугольничков нету, кружочков. Если мы закроем, соберем этот элемент, то мы увидим, что кружочки есть, но они
просто прозрачный, и рядом 3. Это значит, что внутри 3 контура. А здесь почему-то таких 2, и они цветные. Почему? Потому что в одном из предыдущих уроков мы с вами делали стикеры, и к стикерам применяли цветные свойства заливки, текста и так далее. FontLab запомнил эти значения, поэтому все новые элементы, которые мы рисуем, все контуры, они автоматически имеют в себе вот такие свойства. Поэтому нам это нужно отключить. Что для этого нам нужно сделать? Нам нужно выбрать этот элемент и включить вот это вот 3 точечки. И здесь нам нужно выбрать вот это свойство. То есть, чтобы у этого элемента не было заливки. Все. Теперь мы, как видим, наша буква О имеет только лишь черную обводку, никаких дополнительных цветов нету. Здесь у нас, если мы закроем, свернем этот элемент, видно, что эти контуры прозрачные, их 2 штуки, значит, что у нас обычный, самый обыкновенный контур. На всякий случай давайте перепроверим, что будет, если мы создадим новый элемент, потому что, по идее, в будущем все такие элементы должны быть такие же контурные, без свойств заливки. Создадим новый контурный элемент, пустой. Вот мы видим, и выберем овал. Попробуем сейчас нарисовать овал. И что мы видим? Видим, что это обычный такой же элемент без заливки. Все отлично, в будущем у нас таких проблем не будет. Это на случай, если вдруг вы начали рисовать, и у вас почему-то получается цветной шрифт. Вот. Итак, сделали мы реверс контура. Буква О у нас есть. Переходим дальше. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayer и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.